Друзья, привет! Я продолжаю гайд по моду Draconic Evolution на версии 1.12.2. В этой серии поговорим про механизмы. В целом они не сильно отличаются от версии 1.7.10. Здесь также есть свой генератор, который запитывается углем. У нас Draconic Evolution работает на RF-энергии. Ее, естественно, можно передавать из других модификаций, например, из Ender IO и Thermal Expansion. Но также здесь есть вот такой свой примитивный генератор. Далее есть такая молотилка. Используется для уничтожения мобов. Запитываем ее энергией, можно там от генератора. Давайте что-нибудь помощнее поставлю, поскольку расход достаточно большой на убийство мобов. Спавним мобов перед ней, и вот мобы уничтожаются. В области 7 на 7 она работает. На некоторых серверах она запрещена. Вот, но если она у вас разрешена, крайне рекомендую ее для того, чтобы, например, уничтожать боссов-визеров, чтобы выбивать с них звезды. Так, следующий предмет у нас Дизенчантер. Используется для того, чтобы снимать чары. Вот, кладем сюда, например, алмазную кирку на удачу 3, книжку и нажимаем кнопку «Извлечь». Нам говорится о том, чтобы извлечь удачу 3, нам потребуется 20 единиц опыта. Окей, нажимаем, и в итоге мы получаем книгу и, соответственно, вот эту алмазную кирку, уже без зачарования. Это особенно удобно, например, если вы хотите, скажем, жнеца получить, да, несколько раз там зачарили меч, где-нибудь наверняка у вас выпадет жнец, кладем сюда, извлекаем жнеца, и дальше, например, с помощью мода Библиокрафт эту книжку уже можно будет размножить. Так. Следующий механизм — это энергетический наполнитель. Значит, он просто запитывает энергией какие-нибудь механизмы из этой модификации или других модификаций, которые поддерживают RF-энергию. Вот, например, ставим конденсатор, да. Отличительная особенность такого наполнителя в том, что он заряжает все очень быстро. Ну, давайте возьмем какой-нибудь, например, драконьевый меч. Вот у нас, кстати, здесь они есть. Или какую-нибудь там кирку. Кладем сюда, незаряженную. Видим, как у нас моментально, соответственно, вот эта кирка заряжается, да. То есть очень удобно использовать для какой-то очень быстрой зарядки. Так, следующий механизм — это сундук дракона. Вот, его отличительная особенность в таком вот большом-большом инвентаре. Это первый момент. Во-вторых, у него здесь есть слоты для автоматической плавки. Давайте вот возьмем. Обратите внимание, что здесь появился, в отличие от версии 1.7.10, такой слот для улучшений. Можно ядра разного уровня ставить. Давайте я поставлю самое максимальное ядро хаоса. Далее, вот это вот ядро у нас увеличивает скорость переработки руды. Давайте запитаем энергией. Так, и теперь, допустим, если мы кладем сюда руду, мы можем включить здесь вот режим на автоплавку. Вот здесь вот здесь есть несколько режимов, они все описаны подробно, причем на русском языке. Давайте включу вот этот вот, который будет просто полностью все брать и сразу перерабатывать. Вот смотрите, как классно. Это особенно удобно, да, допустим, пойти там в шахту, накопать разные руды, потом сюда закинуть, и вот автоматически будет все это перерабатываться. Причем здесь вот есть наш инвентарь, да, мы видим, здесь вот есть для крафтов, например, тоже как бы свой верстак. Можно поменять вот здесь вот цвет сундука, да, под какой-нибудь свой. Также здесь есть настройка для сторон, да, с какой стороны, например, только принимать, только отдавать и так далее. То есть можно также как-нибудь через трубы сюда подавать ресурсы, откачивать и так далее. Очень классный сундук, рекомендую попробовать им попользоваться. Так, далее у нас идет такой вот хороший контроллер погоды. Вот, от версии 7.10 здесь немножко изменилось. Здесь, по сути, уже объединенный идет инструмент как бы контроля погоды и контроля времени суток. Вот так вот он выглядит. Здесь вот мы можем управлять, соответственно, погодой. Здесь вот можем переключаться на управление временем. Давайте я для демонстрации сейчас включу, точнее, погоду и включу, соответственно, время суток. Вот я сейчас продемонстрирую. Допустим, включаем сейчас. Вот я включу сейчас, например. Вот у меня сейчас ночь, да? Я давайте активирую восход солнца. И пошел процесс у нас. Только надо будет еще энергии запитать. Сейчас возьму конденсатор. Вот так вот. И вот у нас такая красивая визуализация пошла с перемоткой ночи. Все, так вот мы быстро перемотали. Далее мы можем управлять погодой также. Например, включить дождь. Можно даже бурю включать. Вот сейчас опять визуализация пойдет такая интересная. И вот у нас пошел дождь. Здорово. Но еще круче с помощью такого контроллера автоматически выключать плохую погоду и автоматически, например, перематывать на утро, если у вас такое, конечно, возможно. Для этого можно сделать следующим образом. Ну, я обычно ставлю себе два контроллера, один для контроля погоды, другой для перемотки времени. Вот, давайте, чтобы отключать автоматически дождь, поставим такой вот датчик. Он будет датчик дождя из этого же мода. Он будет по сигналу красного камня, соответственно, деактивировать дождь. То есть будет переключать на погоду хорошую. Вот здесь вот режим можно зайти, посмотреть, что делает наш контроллер по сигналу красного камня. Все, видите, у меня хорошая погода. Давайте вот, допустим, еще раз включу дождь. Вот попробую грозовую бурю. Вот сейчас, видите, началась гроза.
И у меня здесь активируется автоматически выключение плохой погоды. То есть с помощью такой вот системки несложной можно, соответственно, постоянно держать у себя там на сервере хорошую погоду. Далее можно, допустим, поставить сюда датчик света, переключить его правым кликом на активацию красного камня, если у нас ночь, да. И, допустим, мы сейчас делаем ночь, переключаем на ночь. И по сигналу красного камня, опять же, здесь будет перемотка происходить, например, на утро. Давайте поставим на восход солнца. Вот сейчас у меня станет ночь. Активируется вот этот датчик дневного света из ванильного Майнкрафта. И он автоматически нам перемотает ночь. Вот раз и все, и пошла перемотка. Довольно это прикольно выглядит. Все, и с помощью такой системки у вас будет постоянно день, например, и постоянно хорошая погода. Далее у нас осталось еще такой прибор, потенциометр называется. Вот, его суть в том, что он просто настраивает сигнал красного камня какой-то величины. Вот, допустим, я ставлю тут. И, допустим, вот величина 1, величина 2, 3, вот загорается у меня там 4 и так далее. То есть можно с помощью него там сигнал красного камня разной величины подавать. Для тех, кто любит всякие там схемки с красным камнем, я думаю, будет интересно. Так, далее датчик существ. Значит, есть обычная версия, детектор существ, есть его улучшенная версия. Его суть в том, что он, значит, дает сигнал красного камня, если видит какого-то моба или игрока. Здесь вот можно настраивать там на враждебных, на пассивных, на игроков. Вот, ну это в простейшем варианте, вот есть более продвинутом, здесь прям можно выбирать каких-то мобов. Вот, например, прям настраивать определенных мобов. Ну, в чем здесь может быть полезное применение, я вижу, например, делать какие-то ловушки себе. Вот, также можно на игроков тоже настраивать, например, видите, там по нику. Можно какую-то ловушку делать или автоматический вход, например, да, там, чтобы для игроков конкретных открывалась дверь. Как-то вот так вот что-нибудь можно придумать. Так, далее у нас остались еще такие вот телепортационные магниты. Ну, их суть в том, что вот есть обычная версия телепортационного магнита. Активируется Shift правый клик. И есть его улучшенная версия, пробужденный гравитационный. Обычная версия в радиусе 8 блоков собирает предметы, пробужденная в радиусе 32 блоков. Вот, допустим, я продемонстрирую. Кидаю где-нибудь блок, да, и он притягивается. То есть с таким вот пробужденным у нас в радиусе 32 блоков все будет притягиваться. Если вам, например, где-то рядом с механизмами притягивать блоки не нужно, например, у вас что-то там специально крафтится, да, таким образом, ставим такую вот штуку, называется Dislocation Normalization Field Projector. Вот, запитываем его тоже энергией. И, по идее, у нас предметы, которые в радиусе 5 блоков от этого механизма валяются, они подбираться магнитом не будут. Так, ну и, наконец, здесь осталось у нас только манипулятор Эндер энергии, но я, скорее всего, буду его рассматривать отдельно, когда буду говорить про призыв драконов края. На этом, пожалуй, все. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы новые не пропускать, в комментариях пишите свои замечания, рекомендуйте видео друзьям. Жду вас в следующих сериях. Пока.